Зал душ – это на данный момент самый главный враг Сяо Яня. Даже по меркам центральных равнин эта фракция считается крайне сильной. Однако реально большую угрозу представляет древний клан Хунь, что покровительствует зал душ. Они управляют этим залом, и по сути тот выполняет их приказы собирать души на всем континенте. Против него даже нелегко выступить клану Гу или любому другому из 8 древних кланов. По сути, зал душ – это лишь верхушка айсберга, однако в нем все равно очень много сильных экспертов. Мы рассмотрели топ-9 тяньцзунов зала душ, начиная с 9-го старейшины и заканчивая первым, самым сильным среди них. 9-й тяньцзун на уровне почтенного воина 8 звезд, а первый старейшина зала душ является важным членом клана Хунь и первым тяньцзуном зала душ. Его уровень – Доушен или Святой 2 звезд. Да, настоящий Святой 2 звезд – это намного сильнее полусвятого Баншен. Но какой же силой обладает глава зала душ? Кто он такой и что из себя представляет? Будет ли он сражаться с Сяо Янем? В иерархии зала душ, помимо тяньцзунов, есть глава и заместитель главы. Сначала мы рассмотрим заместителя главного в зале душ. Он появляется ближе к финалу сюжета и описывается как человек в черном тумане. Какой его уровень? Он важный член клана Хунь, и его сила на ранге – продвинутый 3-звездочный Доушен или Святой. Да, такая сила считается очень значимой на континенте Доуци. Этот сильный эксперт зала душ сам пришел к Сяо Яню, парень забеспокоился, когда из искаженного пространства донесся равнодушный голос. Судя по всему, зал душ решил вмешаться, раз послал сюда человека. Причем все посчитали, что это сам глава. Черный туман продолжал сгущаться в плотную тень, пока не принял очертания человеческой фигуры. Перед всеми появился человек, полностью окутанный мраком. Он назвался заместителем главы зала душ. Его целью был нефрит древнего императора Таше. Первый старейшина башни эликсиров внимательно уставился на него, ощущая исходящую угрозу. Пространство вокруг него слегка задрожало, отражая его боевую готовность. Однако человек в черном тумане лишь слегка усмехнулся, уточнив, что обращаться к нему как к заместителю главы будет более уместно. Сяо Янь сразу заметил, что перед ним не настоящий человек, а всего лишь проекция, тень истинного практика. Это означало, что сам заместитель главы не осмелился прийти лично, а лишь использовал иллюзию. Сяо Янь не скрывал презрения. Он дал понять, что если тот осмелился ворваться в павильон павшей звезды, то должен был явиться сам, а не прятаться за иллюзией. Его проницательный взгляд мгновенно раскрыл природу этой иллюзии. Человек в черном тумане не выразил никакого раздражения, но в его голосе промелькнул странный смешок. Он отметил, что за многие годы никто еще не называл его трусливым. Однако нынешние достижения Сяо Яня действительно его удивили. Если бы он знал, что тот добьется таких высот, то еще тогда полностью уничтожил бы клан Сяо. Эти слова не произвели на Сяо Яня впечатления, но тот эксперт показал отражение огромной тюрьмы. В одной из клеток, где пересекались прочные цепи, находился человек. Его руки и ноги были прочно скованы, не давая даже малейшей возможности к движению. Сяо Янь мгновенно узнал этого человека. Он не сомневался, перед ним его отец Сяо Джань. Хоть они не виделись долгие годы, родственная связь была слишком крепкой, чтобы ошибиться. Да, как всегда, зал душ действует коварно и давит на слабые места. Однако Сяо Янь не пошел на компромисс. Иногда хочется поиграть во что-то интересное, так сказать, скоротать время и отдохнуть. Хочу порекомендовать интересную игру, в которую я сам играю, даже можно сказать, залипаю в последнее время. Называется игра Titan War, доступна на Android, а также iOS. Сначала думал просто попробовать, а в итоге уже не могу оторваться. А атмосфера, механика, прокачка – все на высоте. Причем играешь и реально ощущаешь прогресс, нет такого, что просто кликаешь без смысла. Здесь действительно есть стратегия и соперничество с другими игроками, множество интересных героев. Особенно радует, что всегда есть чем заняться. Квесты, бои, исследования. А если заходить регулярно, можно выжать максимум из возможностей. Если вас заинтересовало, ссылка для скачивания будет в описании. Буду очень рад, если вы зацените. Заместитель главы пригрозил им, что зал душ не отпустит их, и сказал Сяо Яню, что убьет его отца, если тот не пойдет с ним в царство Хунь, но Сяо Янь не поддался на его уловки. Сяо Янь дал ему знать, что если с его отцом что-то случится, он отдаст нефрит древнего бога, Тоше, клану Гу. А теперь мы рассмотрим силу самого главы зала душ, его зовут Хунь Ми Шен. Он описывается как обычный на вид человек в черной мантии, а его личность чрезмерно высокомерна.
Он сражался с Сяо Янем дважды. В первый раз Сяо Янь уничтожил его тело, но другие члены клана Хунь сумели спасти его душу, и позже он был возрожден. Его уровень – средний пятизвездочный святой Доушен. Если заместитель был на 3-й звезде святого, то глава зала душ на 5-й звезде. Он еще сильнее и входит в топ сильнейших на континенте Доу Ци. Может показаться, что он главный враг Сяо Яня, однако это далеко не так. Не стоит путать главу зала душ с главой клана Хунь. Последний – это реально монстр, который живет уже тысячи лет и сражался в то время с Сяо Сюанем, предком Сяо Яня. Но в целом глава зала душ Хунь Мишен тоже в свое время составит мощную конкуренцию Сяо Яню. После того, как тот увидел истинную силу парня, его слова, обращенные к Сяо Яню: «Ты действительно достоин быть тем, кто много раз заставлял мой зал душ терпеть неудачу. Ты действительно воплощаешь часть стиля Сяо Сюаня». После первой встречи с ним Сяо Янь медленно дышал, пытаясь подавить сильный стук в сердце. Он попал в чрезвычайно опасную ситуацию. Этот человек достоин своего статуса главы. Простой души оказалось уже достаточно, чтобы Сяо Янь стал беспомощен. Будет очень интересно увидеть битвы Сяо Яня на уровне святого с такими же противниками. Среди них будут, как мы уже рассмотрели, заместитель главы и сам глава зала душ. А если вы хотите такой же подробный обзор на клан Хунь, его старейшин и главу, напишите в комментариях. Мне кажется, это будет еще интереснее, чем разбор зала душ, ведь в клане Хунь есть монстры куда сильнее. Вот эти 9 тяньцзунов будут серьезными врагами Сяо Яня в дальнейшем сюжете. Сейчас он сражается с Джай Сином, слабейшим из них, но все равно очень сильным по меркам центральных равнин. Ребята, а если вы не смотрели то видео, где мы рассматривали топ-9 тяньцзунов зала душ, то вот коротко про сильнейших из них. Далее идет тройка сильнейших тяньцзунов, которые почитаются выше всех из-за своей мощной силы, потому что они сильнее почтенного воина. Третий тяньцзун – уровень начальный мнимый святой. Сражался с Сяо Янем во время второго нападения на павильон падающей звезды. Второй тяньцзун – Гую, или еще его зовут Святой Гую. Он является членом клана Хунь и вторым тяньцзуном зала душ. Уровень продвинутый Бань Шен, или мнимый святой. Возраст более 1000 лет и обладает частичкой родословной Доу Ди. Будет врагом Сяо Яня на позднем этапе сюжета. И далее идет самый сильный из тяньцзунов, находящийся на первом месте. Первый тяньцзун. Он является важным членом клана Хунь и первым старейшиной зала душ. Уровень Доу Шен, или Святой Двух Звезд. Впервые он появился, когда второй и третий тяньцзуны не смогли уничтожить павильон падающей звезды из-за Сяо Яня. Когда Сяо Янь собирался убить второго тяньцзуна, первый старейшина зала душ появился и спас его. Большое спасибо за просмотр. Также не забудьте об игрушке, ссылочка в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.